Всем привет! Сегодня поговорим на такую наболевшую тему о том, как же правильно работать бензокосой. Потому что многие пишут, что нужно работать там в полный газ, кто-то говорит, нужно там с перегазовками, кто-то говорит, что нужно там на средних оборотах работать. В общем, поговорим на данную тему, расскажу, как лично работаю я, в каких условиях, то есть где нужно работать именно на максимальном газу, где нужно работать там с перегазовками, то есть попытаюсь все это подробно рассказать. Ну а в конце видео сниму пластик, сниму глушитель и покажу, в каком состоянии поршневая после там определенной наработки топлива. Ну а начнем с того, что многие утверждают, что работать нужно именно только на максимальных оборотах. Так все-таки там типа лучше продувка, больше охлаждения двигателя и, собственно, больше мощности. И да, и нет. Попытаюсь объяснить почему. На самом деле максимальная мощность на двухтактных двигателях достигается приблизительно на 70-80% оборотов. То есть данная коса у нас выдает 12 тысяч, по-моему, 300 оборотов, а максимальная мощность у нее достигается на 9 тысячах. Вот. О чем это я? Да о том, что работать прям на максимальных оборотах нету смысла. Так как чем выше обороты, тем меньше времени у нас остается на продувку, на полноценную продувку. На максимальных оборотах, я думаю, вы замечали, что у нас идет просадка мощности. Это связано как раз таки с тем, что у нас уменьшается время на продувку. Вот, и у нас просто не успевает свежая топливная смесь выдавить полностью остатки отработавших газов. И у нас вот эти вот часть отработавших газов перемешивается с новой топливной смесью, и у нас уже получается хуже горение и, соответственно, меньше мощность. Поэтому я бы рекомендовал работать как раз таки вот там вот в диапазоне процентов 80 газа. Это будет самое оптимальное, если вы прям хотите работать в полный газ и получать максимальную мощность. В каких же случаях еще нужно работать в полный газ? В полный газ нужно работать именно только в тех случаях, когда у вас ровный участок. То есть вы там зажали газ и погнали косить. То есть работать в полный газ именно на участках, где низкая трава, где, не знаю, там не густая трава, нету никакого смысла. Потому что, как пишет инструкция, кстати, в инструкции, да, пишется, что работать в полный газ без нагрузки не рекомендуется. Вот. А о том, как работать в полный газ, никакого упоминания. Это конкретно инструкция по штилю. Поэтому из этого делаем вывод, что работаем в полный газ только под нагрузкой. Ну а теперь поговорим, можно ли работать с перегазовками, либо там на средних оборотах. Из личного опыта скажу, да, можно. Я работаю с перегазовками на сложных участках, где у нас получается много там обкашивать приходится, крутиться, мало места, то есть там обкашиваю кусты, деревья, там всякие постройки, заборчик там, ну, такого вот рода участки. Там у вас физически не получится зажать газ и косить на максимальных оборотах. Вот. Также с перегазовкой можно косить какую-либо траву на сено, чтобы ложить ее, скажем, в один ряд. То есть зажали газ, диском траву положили, сбросили, да, отвели, опять зажали и в одну так стопку складываем там траву. Ну а теперь, чтобы подтвердить мои слова, что можно работать в любых режимах и особо не париться, разбираем косу и показываю поршневую.
Итак, поршневая оригинал. Вот такое вот состояние. Ну а теперь посмотрим, как там внутри. Итак, состояние поршневой вы видели. Поршневая как новая. Вот. А теперь поговорим о наработке. Данная коса отработала 5 литров масла уже. Масло Husqvarna HP было. Теперь уже последние 2 бутылки Husqvarna LS. Пропорции 1 к 50. Бензин как второй, так и пятый. То есть, в принципе, я разницу особо не почувствовал. То есть коса отлично работает как на втором, так и на пятом бензине. Условия эксплуатации у нее жесткие. То есть у нас летом температура практически доходит до 38-40 градусов. И это, если что, в тени. Вот, на солнце еще больше, там до 50, возможно, даже больше. И вот в таких вот условиях, при такой вот эксплуатации, то есть, да, перегазовки, газ в пол, там средние обороты. Как вы видите, с косой ничего не случилось. Если у вас коса правильно работает, то есть у вас правильно отрегулирован карбюратор, нету подсоса воздуха, вы используете качественный бензин, качественное масло и самое главное в правильных пропорциях, то с ней ничего не случится. Ну и в конце скажу, что это рабочий инструмент, то есть как вам удобно, в каких ситуациях вам нужно работать в полный газ, вы работаете. Если вам нужно работать с перегазовками, работайте с перегазовками. Этот инструмент создан для таких нагрузок, и с ним, как вы видите, ничего не случилось и не может случиться. Ну а у меня на этом все. Кому было полезно и интересно, ставьте лайки. Кто со мной не согласен, либо же согласен, пожалуйста, пишите комментарии. Будем там поддерживать связь.